Кот Я решил, что он приветствую главный. вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Вот так вот, втроем, да, начинаем сегодняшний первоапрельский прямой эфир. Юлия Латынина на связи. Юлия, приветствую вас. Да, здравствуйте. Так, А, кот решил, что он главный и что он вместо меня будет в кадре. Ну ладно. у него своя юморина, своя, собственно, атмосфера. Ну и атмосфера, знаете, вообще не до смеха. Такое в мире происходит, будем обсуждать все это. Единственное, что я, как всегда, в начале каждого прямого эфира с радостью всем сообщаю, что мы максимально общаемся с вами, поэтому если вы нас видите, слышите, осязаете где-то по клавиатуре или по экранам своих гаджетов, то, пожалуйста, оставляйте свои вопросы. Сообщество YouTube, как всегда, абсолютно открыто, анонс нашей встречи, там люди оставляют вопросы. Также принимаются вопросы для прямого эфира в клубе зрителей «Шелест». Ну и QR-код, который видите на экране, если работает, опять-таки, этот сервис, то прямо на экран можно вывести, чего хотите, мнение, предложение, вопрос или какую-то там свою точку зрения. Также в чате трансляции пообщаемся обязательно в самом финале, поэтому досмотрите до конца, а лучше сейчас, прямо сейчас, чтобы потом, как говорится, не заходить в этот чат трансляции до вопросов, проголосуйте. Опрос сегодняшний вот такой. Кому выгодно пасхальное перемирие, которое продвигает Зеленский и говорит уже третий, по-моему, раз, что Украина к нему готова? Варианты: России и Украины, двум воюющим сторонам, или никому, разве что какой-то пиар, какая-то ложка меда, да, вот для Соединенных Штатов Америки. Меня очень часто упрекают, мол, а что это такое, Шелест? Ты вот даешь ответы на вопрос, а потом гость отвечает, и все как бы голосования переворачиваются, и вот как гость. Поэтому давайте, Юлия, на этот вопрос ответите в конце, когда будет у нас блок про Россию и Украину, потому что начать я предлагаю с Ирана, из сумасбродного такого поведения Трампа. Он же их уже победил. Он говорит, что запрашивает Иран перемирие. Он говорит, что ему плевать на Ормузский пролив. А потом вот свежий, буквально перед нашим эфиром, его как бы выкачанный пост говорит: да нет, будем бомбить до тех пор, пока Иран ласты не склеит и пролив не откроет. Иран, в свою очередь, говорит: да не запрашивал никто перемирия. Ну да, президент Пезешкян что-то там написал, что если там примете условия, перестанете бомбить, то мы готовы говорить. Но переговоров и перемирия как бы никто не просил у Америки. В общем, опять очередной виток, да, как по спирали идет у нас вот эта война. А к чему? Вот какие основные выводы по итогам месяца плюс вы делаете по поводу противостояния Америки и Ирана? Ну, наверное, основной вывод заключается в том, что в современном мире, где очень часто невозможно, где по определению очень часто, особенно для такой державы, как США, невозможно добиться того, что является традиционной целью войны, то есть установление полного контроля над территорией противника и инкорпорация этой территории в свою территорию, или установление там такой власти, которую ты хочешь просто тупо военным путем. А оказывается, что значительная часть войны становится когнитивной и заключается в пиаре. И, соответственно, в этой ситуации оказывается, что если твой противник не желает нести поражение, то он как бы не несет поражения. А, как говорил Сунь Цзы, очень неправильно начинать войну, рассчитывая на то, что твой противник сделает ошибки. И получается, что эта война была начата в расчете в значительной степени, там ее, конечно, цель максимум, не цель минимум, была начата в расчете на то, что Иран сделает ошибки и признает поражение. Он не хочет. Второй мой вывод, мы, наверное, это еще разобьем, заключается в том, что, конечно, Путин сейчас в абсолютном шоколаде, потому что, помимо того, что эта война была для него большим подарком, именно такой исход войны, ни рыба, ни мясо, для него еще больше подарок. Да, это мы сейчас об этом поговорим, но сразу после того, как обсудим вообще предательство Америки. Есть ощущение, что Трампа предали? И, казалось бы, кто? Абсолютно зависимые, союзные, западные, то, что у нас очень долго называли цивилизованным миром, страны. Я имею в виду прежде всего Европу и европейское НАТО. Слушайте, ну вот это действительно на самом деле еще один просто грандиозный результат войны, и точнее просто вот подарок Путину, потому что вот я просто представляю себе, Путин встал утром, включил и услышал Марко Рубио, который говорит: я был сторонником сохранения НАТО,
Но вот тут эти самые живоглоты ничего не делают, живут на наш счет, а как мы даже не просим их поучаствовать, а просим базы предоставить, те самые базы, которые мы оплачивали, на которые хулиарды тратили. И тут они говорят, идите, пожалуйста, в одно место. Так мы пойдем, а вам будет не сладко. И я думаю, что вот, то есть получается, что Соединенные Штаты потратили гигантское количество усилий с 50-х годов, а еще больше с 91-го года, на то, чтобы превратить Восточную Европу вот в этот задний двор Соединенных Штатов, в систему буферных государств, которые будут делать так, как делают Соединенные Штаты, потому что кто говорит НАТО, подразумевает Соединенные Штаты, кто говорит Соединенные Штаты, подразумевает НАТО, как в известном стихе Владимира Маяковского. И вот тебе, пожалуйста, то есть просто, но у меня даже вопрос, а вот Украина по-прежнему будет вступать в НАТО, а если да, то куда? Нет, этот вопрос, конечно, очень замечательный, но здесь, по-моему, гораздо глубже история. Я позволю себе немножко как бы исказить реальность и задать вот такой вопрос, поразмышлять над этим. Так а кто НАТО победил? Смотрите, все годы войны в Украине, большой имеется в виду, с 22 года, вот этого этапа, российский телевизор говорил о том, что это война с НАТО, да, и чиновники тоже говорили, что это война с НАТО. Плюс говорили о том, что Европа оккупирована НАТО, ну то есть США конкретно, потому что база США, говорили в России на территории европейской страны, это оккупация. Все крутили пальцем у виска, говорили, да какая оккупация, о чем вы? Нет, ну это действительно too much, пардон, потому что, ну как, если это добровольно, то это не оккупация. Российские базы в Армении – это что, оккупация? Нет, погодите, тут очень, очень интересный момент. Это типа фактор безопасности. Мы теперь видим, что американские базы не являются фактором безопасности. НАТО рассыпается. Так кто его победил? Россия или Иран? НАТО перерастянуло себя, и об этом предупреждали. Часть американских стратегов еще в 1997 году. Ну, я тут буду... Я уже много раз эти имена говорила от Пата Бьюкенена, бывшего советника Рейгана, который очень красиво, на мой взгляд, сказал. Он говорит, мы выдаем гарантии, мы выдаем фальшивые векселя в виде гарантии безопасности странам Балтии, и тем более Украине. Это в 2007 году он сказал, если когда-нибудь Россия потребует оплаты кэш по этим векселям, то оказывается, что у нас этой оплаты нет. Более того, вот сейчас мы наблюдаем обратную картину, когда часть стран, которые вошли в НАТО, считалось, что они тогда получат гарантии безопасности, которых они бы, иначе бы там их нехорошая Россия съела. Но до того, как они вошли в НАТО, они вели взвешенную, осторожную политику и были для России тем же, что Гонконг, то есть морскими границами, через которых все ходит, через которые ходят деньги, через которые ходят товары. И давайте вот вежливо себя вести, чтобы, как слон в посудной лавке, что-нибудь не растоптать. А когда они вошли в НАТО, они решили, что большой дядя сейчас защитит, и стали вести себя таким способом, что создавать проблемы для большого дяди, потому что, например, в чем и для остальной Европы. Потому что, например, почему, собственно, главная причина, будем говорить честно, почему Европа так хочет, что война в Украине продолжалась? Потому что им кажется страшный сон, совершенно справедливо. Если Россия после конца этой войны берет и каким-то способом или устраивает гибридную что-то заварушку, или прямо нападает на страны Балтии. И тогда оказывается, что либо всему Евросоюзу надо воевать за страны Балтии с ядерной державой, либо это все распадается в пыль. Понятно, что европейские чиновники, даже сама возможность такой истории их настолько пугает, что они бы просто предпочли, чтобы вот пока русские и русские уничтожают друг друга, то даже вопросов об этой истории бы не было. Но другой же момент. Понятно, что США это ключевой как бы, актор НАТО, да, принимающий решения, центры принятия решения, но ряд стран его этот статус оспорило. Плюс сейчас как бы с территории НАТО, прибалтийских стран, да, стран Балтии,
осуществляются, в том числе в Финляндии, там рядышком, шведский дрон летает у границ, вычисляет чего-то, осуществляется прямая агрессия по территории Российской Федерации. И сейчас как раз, когда Рубио мечется, Трамп говорит, что НАТО — это бумажный тигр, я всегда говорил, сейчас бы как-то можно и устроить маленькую заварушку на как бы восточных границах, северо-восточных границах НАТО. Пойдет ли на это Кремль или пропустит этот момент, будет выжидать более удобного? Смотрите, ну это понятно, мечта просто украинских стратегов, потому что я вам обращаю удивительную вещь. Сначала нам начинают, вот перед тем, как полетела все это на Усть-Лугу и Приморск, и нанесло действительно существенный финансовый ущерб России, потому что вот тут Рейтерс пишет, что Россия где-то теряет потеряла уже около миллиарда, ну, при условии, что на самом деле не является катастрофической и страшной цифрой. Даже тот же Рейтерс пишет, что поставки нефти возобновлены, но поставки нефти пока идут приблизительно в вдвое меньшем объеме вот за всю эту неделю, чем они шли бы, если бы все это не прилетало. Но обратите внимание, как интересно было. Значит, как раз перед этими прилетами вдруг я открываю телеграм-каналы, твиттер, все что угодно, и везде постится карта от Бильда, что Бильд написал, как будет Россия нападать на Балтику. Только дело в том, что это фейк. Бильд ничего подобного не писал. Это, значит, раскручивают все украинские пропагандисты. Вот сейчас нападет, нехорошо, держите их 7. Бильд ничего такого не писал. И буквально через день-два после того, как этот фейк везде тиражирован, прилетают украинские дроны на Усть-Лугу и, соответственно, на Приморск. И совершенно очевидно, хотя бы потому, что путь их усеян местами падения некоторых дронов, что они как минимум летели с территории балтийских стран. Может быть, они с нее запускались, но, скорее всего, они просто через нее летели. По крайней мере, пока нету точных доказательств обратного. Вот, и, ну, это выглядит просто вот... Парни, давайте, пожалуйста, вот нам тут так сложно украинцам на фронте, нападите, пожалуйста, на страны Балтии, с территорий которых на вас летят дроны, воюйте на 2 фронта. Ну, я не знаю, зачем, опять же, России воевать на 2 фронта. А какой расчет тогда украинской стороны? Это ведь Расчет тоже очень украинской интересно. стороны. Нет, расчет украинской стороны, слушайте, украинская сторона разгоняет историю о том, что Россия вот-вот нападет на страны Балтии, просто уже из каждого утюга. Ну хорошо, давайте потому не что так. расчет Напала. украинской стороны... Подождите, Нет, напала. стоп. Ну вот напала и решила как бы, ну, заходить прям, чтобы с территории Балтии ничего не летело. И вот эти вот 3 балтийские тигра подверглись вторжению. Что тогда? Ну, тогда для начала, чтобы подвергнуться вторжению, нужно взять группировку в несколько сот тысяч человек и снять ее с украинского фронта и направить ее на совершенно другой фронт. Кроме того, вы знаете, вот война на оба фронта, она, как известно, для Германии была смертельна, но война на 2 фронта и для России не полезна, особенно если учесть, что сейчас Россия в уменьшенном объеме, ее фактически на оба раза предполагается воевать с теми территориями, которые когда-то входили в ее состав. То есть тут расчет совершенно понятен. Более того, я бы еще вот на что обратила ваше внимание, что Приморская Усть-Луга – это ведь уникальные порты. Порты, да, меня все будут поправлять. Я вот, когда в Латвии сказали, что они закроют железную дорогу, которая идет в Россию, очень удивилась и посмотрела на цифры того, что именно из Латвии перевозилось и перевозится в Россию. И цифры выглядят примерно так. Я напомню, что Рига в царское время была одним из 3 крупнейших портов Российской империи и одним из 10 крупнейших, соответственно, портов мира. Даже после вступления уже Латвии в НАТО и во все в Евросоюз еще в 2011-2014 году через Ригу, Вентспилс и Либо переваливалось около 65 миллионов тонн продукции туда и обратно. То есть очень прилично, причем оно все время росло чуть ли то ли до 11, то ли до 14, я тут не помню года.
При этом, опять же, переваливались гигантские деньги, около 200 миллиардов через латышские банки. Плюс были более дешевые электроэнергия и газ, чем в Европе. Поэтому, собственно, латвийская экономика, она просто совершенно потрясающе росла. Она в какое-то время росла 6-8% в год. Естественно, все это накрылось медным тазом, потому что, во-первых, оно накрылось окончательно с началом войны, но оно начало накрываться в 2014 году, когда начали приниматься в первую очередь, она начала накрываться к 2011-2014 году, и ровно когда Путин понял, что в этом месте его ничего хорошего не ждет, начали отстраиваться порты Усть-Луга, Приморск и так далее, и через, соответственно, эти порты сейчас до вот этих бомбежек шло около 168 миллионов тонн в год. Это то, чего лишились страны Балтии, потому что экспорт, по крайней мере, официально через латвийские порты сейчас равен нулю. И я обращаю ваше внимание на то, что люди, управляющие странами Балтии, они достигли выдающегося результата. Они уничтожили вековые паттерны торговли в этом месте Балтийского моря, потому что, начиная с самого основания Риги, начиная просто с 11, начиная с 12-13 века, собственно, смысл существования этих территорий заключался в том, что это были немецкие, иногда шведские торговые города, члены Ганзейского союза, которые торговали с хинтерлендом, прежде всего славянским. Это происходило в XIII веке, в XIV-XV, во время Российской империи. Тут, значит, после 91 года это продолжалось, но после того, как страны Балтии вступили, в Евросоюз, в НАТО, и к ним к власти стали приходить политики, которые, соответственно, стали видеть себя как «нас теперь никто не достанет, а мы тут крепость против России», то они потеряли вот всю эту бонанзу, и вместо того, чтобы стать Гонконгом для России, аналогом Гонконга для России, они стали вот этой вот крепостью. И вот эти 168 миллионов тонн пошли мимо них. То есть в этом смысле Путин принял и реализовал абсолютно стратегическое решение. И помимо всего прочего, конечно, эти налеты выглядят так: сам не гам и тебе не дам. Вот раньше там, ты думал, что ты мимо Риги будешь возить, условно говоря. Типа у тебя не получится. Хорошо, как решить Я, конечно, этот понимаю, вопрос? что это на самом деле... Тут давайте так. Тут очень серьезно выглядит это как, определенная... опять-таки, это подрыв Трампа, это работа против Трампа. Потому что... Извините, я просто даже добавлю, что это не столько против Путина, точно как и в случае Орбана. Мы видим, что Зеленский как раз ведет войну на два фронта. То есть он уже воюет не только против России, он ведет абсолютно гибридную войну против Трампа, причем в двух случаях. Просто то, что с Орбаном происходит, это отдельная история. Я думаю, мы ее обсудим, вплоть до того, что там какие-то, по какому-то венгерскому журналисту предъявили обвинение в государственной измене и шпионаже за то, что он телефоны министра иностранных дел передал какой-то иностранной спецслужбе. Правда, он утверждает, что это была европейская спецслужба. Но, тем не менее, там, в общем, всего хватает. Одни заявления Зеленского про большой живот и все остальное, что стоит. Как говорит Орбан, Зеленский хочет поучаствовать во всех выборах, кроме его собственных. И соответственно, понятно, что это не только против Орбана, но это против Орбана как главного союзника Трампа в Европе, то есть это прямая война против Трампа. Плюс абсолютно то же самое в том, что касается цен на нефть, потому что Трамп делает удивительные вещи, чтобы сбить цены на нефть и не корябать американского избирателя. Даже российский танкер к Кубе пустил. И тут прилетают украинские беспилотники, и, с одной стороны, в войне все средства хороши, никто не говорит, что если Россия бомбит украинскую энергетическую инфраструктуру, то Украина каким-то образом не может бомбить российскую инфраструктуру, все понятно, как бы баш на баш, око за око, зуб за зуб, шен тахат шен, но как бы это... Тут же вот еще Трамп сбоку стоит, и я думаю, что каждого просто у него глаза становятся квадратные.
Нет, тут глаза, конечно, квадратные, но я все-таки имел в виду прямую угрозу, прямую конфронтацию. Ведь давайте так, если Россия, все вот, вы же видели тоже, и тоже становились свидетельницей вот этих всех безумных баталий в интернете. Путин, слабак, ничего не может, вот по нему лупят, где вот это ваш хваленый дух Анкориджа, Медведев там чего-то ходит по поводу Зеленского, говорит, да, там заявление, видосики черно-белые пишет. Мне только один вопрос, а что черно-белое? Вот мне просто так вот интересно, с точки зрения, может, ну, вкусовщина, конечно, да, цветные б записывал, чего так, ЧБ полюбил, монохромный Медведев. Ну, в общем, а по большому-то счету ответа нет, и прямо атакуют Кремль, мол, ничего не делает, чтобы защитить услугу, чтобы дать отпор, чтобы там ударить по территории той же Европы и того же НАТО, вот там, а нужно что-то предпринимать, да. Но с другой-то стороны, если он это сделает, то он как бы выполнит вот эту хотелку другой стороны, глобалистской, британской стороны, он пойдет так или иначе на конфронтацию с Трампом, которая неизбежна по договорам и по сегодняшнему состоянию НАТО. До развала НАТО все-таки еще пока кроме заявлений у нас далековато. Вступится США, не вступится, пока под вопросом. Это может быть вообще такой историей, которая как бы схватит США и будет удерживать возле себя повышением градуса. Ну, то есть фактически атаками с территории НАТО в ожидании того, чтобы Россия что-то предприняла. Но тут у нас дух Анкориджа, понимаете? И вот тут же очень интересен вот такой момент, да, предательство не в плане, ну вот подстава, предательство не в плане там цен на нефть, а в плане прямой военной конфронтации. Мы видим, что это для этого не шибко много надо. Фура, напичканная дронами, или, допустим, воздушное пространство, которое открывается с приходом уведомлений местным жителям о том, что ой, не переживайте, если что там прячьтесь. Это, короче, то ли учение, то ли, в общем, опасность, поэтому будьте бдительны, граждане. Как вы думаете, это свидетельство прежде всего о том, что серьезные силы не хотят дружбы Трампа и Путина, причем желание подмочить репутацию и одного, и другого, ну, очень велико. Это вот последние такие конвульсии перед какими-то решениями? Или это тоже очень длинная игра, и мы еще увидим очень много провокаций, очень много тяжелых ударов, на которые уже невозможно будет не отвечать? Мы видели и до этого огромное количество ударов, которые были сделаны ровно так, чтобы Россия ответила, а потом можно было начать Третью мировую войну с криком «Нас маленьких обижают». Вспомните абсолютно бессмысленный, там просто щелчок по носу, прилет беспилотника по куполу, что там, Кремля. Вспомните там фантастическую историю со звонком, если не ошибаюсь, двух министров обороны, когда Белоусов звонил еще Остину, и там потом выплыло, что идея заключалась в том, чтобы послать беспилотники на, на морской праздник, когда вот это вот, забыла, как эта штука называется, морская феерия, когда Путин это празднует в Петербурге. Вспомните беспилотники, которые в день встречи Зеленского с Трампом летели, мы будем говорить аккуратно, по направлению к резиденции Путина. А то нам тут будут писать, да нет, они, значит, вот тут, они летели вот именно в это время по направлению к резиденции Путина. Успокойтесь, господа. То есть огромное количество вот всего того, что мы наблюдаем, я уж не говорю о высказываниях, они как раз тактика Украины, просто в течение 4 лет этой войны, тактика Зеленского в течение 4 лет этой войны заключалась в том, чтобы сделать какую-то такую штуку, что, значит, Путин придет в неистовство, раздерет на груди рубашку, нанесет ядерный удар, после чего можно будет сказать, ребята, давайте ваши томагавки. И когда начнется... В общем, короче говоря, тактика Зеленского была втянуть мир в Третью мировую войну. Это абсолютно серьезно. В крайнем случае, вот как вот это в случае с этими дронами, которые прилетают с территории стран Балтии, что совершенно не случайно, да, потому что, например, можно
можно было бы их пустить, например, по российской территории, и тогда бы казус белли не было. Так вот, это вот точно так же, как налет на резиденцию Путина. Это, если не получается Третью мировую войну с участием Трампа, давайте хоть какую-то общеевропейскую, давайте вот европейцев в это втянем, чтобы Россия рассердилась, значит, начала войну на два фронта, и ей стало бы сложно. Совершенно правильно в Что за этом смысле. задача такая? Нет. Так, слушайте, Нет, Александр, смотрите. задача очень простая. Заставить войну, первое, заставить Россию, первое, воевать на два фронта, второе, втянуть в это дело Европу, если уж не получается, США, и третье, сделать Третью мировую войну, и так Третья мировая война, вот как маленькая Сербия по результатам Третьей мировой войны, конечно, получила все, что хотела, так Украина по результатам Третьей мировой войны, в которой там Россия будет уничтожена, расчленена на части, получит все, что хочет, получит очень много общака, внешнего общака, и, конечно, получит Зеленского у власти, уже никто не будет ему предъявлять претензии, что-то тут этот парень Ну, на выборы. как Гордон рассказывал, до Каспийского моря, да? До Вот. Каспийского моря. Я просто обращаю ваше внимание, что неожиданно российские патриоты, которые ведут себя, знаете, вот просто как это второклашки, их в школе обидели, да, тебе подножку поставили. Да, тут я непременно должен сразу, значит, схватить палку и броситься на обидчика. Я обращаю ваше внимание, что Путин Тайвин Ланнистер. Он абсолютно холодный, он очень долго думает, вернее, очень долго запрягает. Он стратегически выжидает. Вспомните историю с Пригожиным. Когда, да нет, да что вы, да лучший друг, да может оставаться в России, да все хорошо, но только потом самолет упал. Вот это типичный Путин, да? А только и все на Путина показывают и говорят, какой слабак, он Пригожина не арестовал, он Пригожина это все. Что случилось с Пригожиным? Ну, говорят, жив где-то, прячется. Слушайте, давайте мы же не будем это самое, черт знает, что Нет, ну пересказывать. давайте Конечно, так. Мне нравится ответ другой. То есть жив, давайте поверим, что он жив, но его нет. Его нет. Вагнера как такового, да, нет, есть осколки какие-то там по-своему там великопатриотическим и боевым прошлым, какие-то люди, какие-то фигуры, но они встроены в общую систему, и это, конечно, это, конечно, понятно, да, то есть Пригожина нет, и Путин это как бы реализовал, но тут другой но момент. все поняли, все Да. поняли. И в этом, извините, заключается настоящая холодная рыбья страшная сила. Путин ничего не забывает, Путин ничего не прощает. Но Путин – это не дворовый хулиган, который тут же, значит, с раскрасневшимся лицом, так, как его подначил соседский гопник, бросается и попадает в ловушку. Мы вернемся к украинской войне. Я хочу просто два таких момента с вами обсудить по итогам общих, глобальных, да. Извините, просто поэтому что делать с услугой Приморском? Только одно, только ПВО, больше ничего. Сейчас только ПВО. Мгм. Потом цыплят по осени считают. Смотрите, мы говорим о Трампе, о Путине, и я тоже заметил, и кто-то из гостей тоже у меня заметил, подождите, а почему никто не говорит о Си Цзиньпине? Значит, сегодня «Экономист» выпускает очень потрясающую просто обложку. Перевод заглавной статьи о том, что «никогда не перебивай своего врага, когда он ошибается». И Трамп как бы на переднем плане в расфокусе кричит, а сзади улыбается довольный Си Цзиньпин. Настолько ли положение Китая вот в этой всей заварухе мирового масштаба выигрышное, как кажется, и как его правильно оценить? Слушайте, есть очень простая максима. В войне всегда выигрывает максимально та страна, которая в ней не участвует. Вот в случае российско-украинской войны, точнее прокси войны, потому что, условно говоря, войны России и НАТО, абсолютно главным приобретателем является выгода Китай. Заметим, он еще и оружие поставляет обоим сторонам, точнее компоненты для дронов. Точно так же обратите внимание, именно поэтому в войне США и Ирана, давайте мы его все-таки спихнем, не хочет, в войне США и Ирана так,
Что такое? Не ты говоришь код. В войне США и Ирана именно поэтому абсолютно выгодоприобретателем является Россия. Она слова не сделала, но те проблемы, которые это создало для единства стран НАТО, ну, в 10 раз больше, чем те, которые создала российско-украинская война. А, И еще одну сторону, которую обойти стороной, я в нашем этом разговоре, ну, о больших, да, там, о международных процессах не могу, это Израиль. Прикрученный режим работы гроба Господня, храма гроба Господня с огнем благодатным, пустая стена плача, в это время это аномалия, да, то есть вот эти ограничения. Нетаньяху, которого атакует Такер Карлсон, снимая о нем фильм, правда, не совсем в открытом доступе, он его как бы за денежку предлагает на своем сайте, но там конкретно о коррупции Нетаньяху, о его мотивах и о том... Ну, А какая коррупция? и уголовных делах. Коррупция Нетаньяху. И там есть ряд спикеров, которые в тизерах, в анонсах как бы уже там говорили о том, что замешаны деньги. То есть это все не потому, что там В войне с Нетаньяху... Ираном. Нет, вообще у него внутри Израиля в положении дел вообще вокруг войны. То есть Нетаньяху зарабатывает еще на этом. Это утверждается в фильме Такера Карлсона. Кроме всех прочих претензий политических, да, и что пока война, пока Нетаньяху у власти. Это такая максима, да, вот, ну, такой общий план вот этого всего. Детали, понятно, пока неизвестны. Но я, например, не видел фильм, видел только нарезки, видел только, ну, завлекуху, да, там, как бы самое интересное, переходи на сайт Такера Карлсона. Но сам факт этого удара нам уже говорит о многом. Израиль. Израиль очень важная история, потому что опытные такие, ну, такие злословы говорят, тут Зеленский прокатился по Ближнему Востоку, да, у всех побывал, а с Нетаньяху что-то как-то вот и не встретился, не пересекся, а что, 2 раза не вставать, мог бы заехать, они же говорили по телефону. Нетаньяху его как бы отшвыривает. Трамп, говорят, недоволен о том, что Зеленский мотался по Ближнему Востоку и предлагал вот эти дроны-перехватчики. Более того, все же успешно опровергаются удары по украинским военным, погибель их и уничтожение склада. Ну а сегодня запустили увлекательную вот такую картинку, когда дрон-перехватчик летит и взрывает, собственно, иранский шахед. То есть вот уже есть у нас картинка, как работает, все нормально. Но Трампа это раздражает. И Израиль на стороне Трампа в этом отношении. Что вы думаете по поводу вот этого треугольника Нетаньяху, Зеленский, Трамп, да, и все-таки Израиль выигрывает или проигрывает от незавершения, продолжения и долгой войны с Ираном? Израиль выигрывает от любой ситуации, в которой Иран отсрачивается возможность создания Ираном ядерного оружия и большого количества ракет, потому что количество иранских ракет действительно уничтожается с гигантской скоростью, но о плюсах и минусах этого мы давайте поговорим отдельно, потому что сейчас вы накидали просто очень много тем. Первое по поводу стены плача. Понятное дело, что это просто меры безопасности. Давайте не будем их комментировать. Вот тут тот редкий случай. Прилетит иранский дрон. Александр, так давайте. Подождите, Одну секундочку. Хезболла лупила, Хамас лупила. Не было таких мер безопасности? Александр, я не готова рассуждать сейчас на темы, которые являются вопросами конкретных мер безопасности. Да? Просто вот давайте озвучим это хорошо, значит, нехорошие израильтяне почему-то не пускают своих собственных израильтян к стене плача. Пошли дальше. Значит, по поводу коррупции Нетаньяху. Это сериал, который мы смотрим, по-моему, уже лет 20, потому что я напоминаю, что в Израиле двоевластие. Второй властью является охреневшая левая судебная верхушка, которая
левые и крайне левые считают, что они тут самые главные. Я напомню, что только во время протестов против Нетаньяху, как сейчас выясняется, около миллиарда всякие USAID и прочие, как выяснилось просто потом по расследованию Конгресса, миллиарда, Карл, не каких-то там, вот, там жалких миллионов, было дано хорошим людям на то, чтобы они, значит, и они, конечно, бы и так участвовали в этих протестах, но с миллиардом, знаете, как-то вот с добрым словом и пистолетом добиться проще, чем с добрым словом. Вот с добрым словом и миллиардом добрые люди добиваются больше, чем без миллиарда. Соответственно, вот этот сериал мы просто, извините, навяз в зубах, я его не буду пересказывать, потому что я сомневаюсь, что Такер Карлсон что-то там добавил, потому что, я напоминаю, там было все. От обвинения, то, что Сара Нетаньяху, видите ли, сдает бутылки, которые покупаются за государственный счет и не отдает деньги в казну, до, значит, истории о том, что там дарили сигары и надарили на какую-то безумную сумму, которая просто позорно и рассыпалась, до фантастических историй, когда владелец крайне левого сайта, если, значит, начинает рассказывать, что от меня Нетаньяху требовал преференции, в обмен обещал то-то. Дальше выясняется, что крайне левый сайт как поносил Нетаньяху, так и поносит. Никаких преференций не было дадено, никаких преференций не было оказано, но в тюрьме сидят люди, причем одного изнасиловали в тюрьме. Вот просто, знаете, как в России. А вот изнасиловали в тюрьме охреневшая левая судейское, вот буквально двоевластие, когда люди, которых никто конституционно не избирал, которые считают, что они могут решать за народ. Как мы вот только что видели всю эту потрясающую историю, когда глава Шабака, господин Ронен Бар, отказывался уходить в отставку, это, видите ли, более того, юридическая советница правительства отказывалась уходить в отставку, потому что типа, я не хочу. Юридическая советница правительства. А когда их выпихнули, достаточно быстро стало понятно, почему они не хотели уходить в отставку, потому что все, что связано с 7 октября, вдруг выясняется, что перед большими беспорядками против Нетаньяху, вот теми самыми, которые за $1 миллиард, приходил господин Ронен Бар к Нетаньяху и говорил дословно, это же в Нью-Йорк Таймс напечатано, что вам, господин Нетаньяху, следует отказаться от судебной реформы, потому что это раскалывает народ, и тогда этим воспользуются палестинские террористы. Очень странный тезис для человека, который возглавляет фактически службу безопасности государства, потому что переводится он так. Либо вы капитулируете перед нами, либо я натравлю на вас террористов. Потому что никаким другим способом этот тезис не переводится, потому что если, во-первых, господин Ронен Бар считает, что что-то готовят палестинские террористы, он должен прийти с планом по их обезвреживанию, а во-вторых, если господин Ронен Бар считает, что демонстрации угрожают, тем более профинансированные в том числе некоммерческими организациями, угрожают единству страны, то он мог бы прийти к Нетаньяху и сказать: слушайте, вот тут, оказывается, знаете, за $1 миллиард вот отдают на демонстрации. Надо как-то лидерам демонстрантов сказать, что, ребята, вы создаете условия, при которых могут произойти теракты. Это Юлия, это давайте... смотрите, и при всем уважении, лично мне Нетаньяху вообще не жаль в этой истории. Вы мне можете дать ответ на вопрос? Пока война, пока и Нетаньяху, и он использует это свое положение воюющего Израиля. Любой политик будет использовать то положение, которое создалось. Это естественно, он политик, он хочет остаться у власти. Но я обращаю ваше внимание, что если вот посмотреть, например, что привело к 7 октября, то у меня впечатление, что действительно к 7 октября привели действия вот этой судебной левой команды. И в том числе действия Ронена Бара. Это мое личное впечатление, основанное на хвалебных статьях в пользу Ронена Бара в газете «Нью-Йорк Таймс» и всей этой прочей мерехлюндии. И это большая разница между, естественно, политиком, демократический политик, который всегда хочет остаться у власти и всегда использует подвернувшиеся обстоятельства. Подождите, Нетаньяху демократический политик.
демократический паралитик, потому что, извините, в Израиле есть выборы, и его бы прокатили, если бы, еще раз повторяю, когда ваши противники тратят миллиард долларов на то, чтобы, значит, хорошие люди против вас от души протестовали, то если вы выигрываете выборы, и когда ваши противники во время всего этого, в том числе во время войны, вызывают вас в суд, и там вам предъявляют пленки, на которых написано, что вы обещали преференцию вашему политическому противнику, о которых свидетельствует ваш политический противник, причем ни преференции не были дадены, ни с той стороны не были услуги не оказаны, но следователи за это все равно пытаются вас посадить. То, извините, это и есть демократия, и я должна сказать, что вот не мои слова, один из моих приятелей, глядя на Израиль и глядя на Дубай, сказал, вот если бы Израиль мог нормально развиваться без этой свистопляски, представляете, где бы мы сейчас были, вот так, как развивается Дубай. Хорошо. Зеленский, Трамп, Нетаньяху. Вот, возвращаемся к нашим баранам. А Зеленский, Трамп, Нетаньяху. Смотрите, у Нетаньяху и Зеленским давно пробежала черная кошка, потому что, насколько я знаю, это мои сведения, еще с 22 года израильское правительство было первое и практически единственное, которое категорически отказалось поставлять Украине различные средства вооружения со следующей мотивировкой. Мы знаем, где эти средства вооружения окажутся. Особенно, если будет речь идти о каких-то таких вооружениях, которые, скажем, американские и которые модифицировал Израиль. Соответственно, вспомним, как после 7 октября разразился грандиозный скандал, когда обе стороны, и российская, и украинская, с обеих сторон запустили, что вот, дескать, обнаружилось какое-то оружие. Это оружие, значит, российская сторона утверждала, что... Вернее, вот началось это с того. Первая заговорила украинская сторона, я внимательно следила, и она выдала потрясающую версию, что да, обнаружено какое-то оружие у террористов, но это действительно оружие, которое было поставлено в Украине, но это оружие, которое попало в Россию и, ну, соответственно, то есть просто в ходе наступления российского. И затем было специально передано в Хамасу, чтобы, значит, подставить Украину. В ответ на что Россия как бы сказала, ну вы что, с ума сошли такую сложную схему. Насколько я знаю мнение израильских экспертов, подчеркиваю, насколько я знаю, израильские эксперты тогда отметили в руках Хамаса наличие части оружия, которое было передано Украине. И вот на эту трогательную историю, что это как-то вот это все передавалось, они просто не купили. Цитата другая из человека, имеющего отношение большое к Израилю. А если бы ядерное оружие не забрали у Украины, то Иран бы сейчас обладал ядерной бомбой. Потому что продавали все. Но это, естественно, еще до войны, это еще бог знает когда, но просто там сохранились в том числе старые связи. То есть, короче говоря, Израиль абсолютно не верил то есть прекрасно понимал степень коррумпированности украинской власти. Это очень быстро сказалось на отношениях. Дальше больше. Дальше, если вы помните, Зеленский же тогда требовал, чтобы ему всегда все давали, все бесплатно и еще спасибо говорили. И, соответственно, Израиль спросил, пожалуйста, ради бога, а даже мы и поставим, а кто платить будет? Ну, на самом деле, это была попытка ухода от вопроса, потому что было понятно, что в ситуации, когда дарят бесплатно, никто Израилю платить не будет. А, соответственно, те американские деньги, европейские деньги, которые есть, они все равно будут на европейское, американское оборудование идти, на не израильское. Там какие-то незначительные вещи были поставлены, там даже, насколько я понимаю, какие-то установки ПВО сравнительно недавно, у которых Израиль все свое снял и отдал Америке, и потом это все переехало. Но это я к чему? Дальше больше. Дальше Зеленский приезжает в Кнессет, и, если вы помните, говорит совершенно потрясающую речь, в которой сказано было дословно, но все-таки Зеленский еврей. И вот человек дословно говорит, что мы просим вас относиться к нам с тем же великодушием и с тем же чувством помощи, с которым украинцы относились к евреям во Второй мировой войне. Ну, как бы, еще цитата из одного моего приятеля. Ну, слушайте, мы, конечно, все ожидали, но зачем же так жестоко? Но мы же не людоеды относиться так же, как украинцы относились-то.
особенно разные, которые Бандере служили. Соответственно, ну, это была просто вещь, которая, понимаете, ну, в Израиле зенки стали квадратные. Потому что 1,5 миллиона евреев, убитых на территории Украины, были убиты, ну, как минимум, с очень большой помощью людей, которые служили в ООН, УПА, там, сотрудничали с Гитлером, полицаем и так далее. И это произвело, конечно, совершенно необычайное впечатление. Дальше, значит, стала Украина голосовать в отместку в ООН так вместе с Россией, то есть принимать все антиизраильские резолюции. Это тоже производило большое впечатление. А дальше, конечно, было впечатление после 7 октября, когда мир занялся другой войной, и тут президент Зеленский говорит, я хочу прилететь в Израиль. То есть, видимо, человек считал, что он не может уйти с подмостков. Вот все, что происходит в мире, должно быть о нем. Даже когда происходит 7 октября, даже когда происходит эта чудовищная резня, все равно это должно быть о президенте Зеленском, который все должны. А чего Более сейчас его того, шатает? насколько я знаю, тогда он попросился на самолет Блинкена, который летел в Да. Израиль. Ну, и, соответственно, сейчас продолжается то же самое. То есть тем же концом по тому же месту ничего нового. На самом деле все эти паттерны поведения Зеленского, Ну, которые тут были заложены 4 года назад, интересный момент. продолжаются. Зеленский Вот говорит, его просто не приняли. Зеленский говорил о том, что давай, мол, Трамп, ну, подначивал, ударь по Ирану, ударь по Ирану. А сейчас как-то говорит, ой, надо быстрее заканчивать эту войну, понимаете? Дико все это выглядит на фоне того, что самого Зеленского душат. И он прям открыто уже выходит, ни в одном интервью за последние дни, говорит, что Америка меня вот душит. Россия давит на Америку, это последняя версия. Вообще Америка давит на меня. Сегодня Песков выходит, говорит, отдай Донбасс, и будет меньше жертв, горячая фаза войны уйдет вниз, и будем как бы договариваться. Нарышкин тоже что-то в этом духе говорит сегодня по поводу Донбасса. Некоторые опять злословы, да, они говорят, что это Россия чуть ли уже там упрашивает Зеленского отдать Донбасс. Но у него серьезная ситуация. Урсула во время нашего эфира вот написала о том, что 1 400 000 евро, миллиард, простите, 400 миллионов евро передадут Украине на ВСУ, там, на поддержание штанов. Это вместо 90 миллиардов. Да, то есть... Прямо шикарно. Вчера там и Кая Каллас ходила, крутила, в общем, там... Кая Каллас сказала, а зато мы проведем суд над российскими военными преступниками. Да, вот это 90 миллиардов не получается, но суд вам, пожалуйста, мы уже обсуждали этот паттерн, платить Украине вместо солдат, вместо оружия, вместо денег обещаниями. Очень хорошая фальшивая монета. Смотрите, как это понять? Зеленский просто, опубличивая это и начинает говорить, как вы можете России верить? А Россия дала дедлайн 2 месяца. Никто о дедлайне не говорит 2 Какой месяца. дедлайн? Но это он так говорит, Зеленский, что дедлайн 2 месяца, а после того, как пройдут 2 месяца... Он скажет, что смотрите, Россия-то свой дедлайн не соблюла, это самая старая шутка в мире. Да, 1 апреля, хотя это было вчера, 31 марта. Смотрите, он говорит, что 2 месяца, и за 2 месяца они захватят Донбасс силой, а потом выкатят новые условия. Как вы можете им верить? Этого не будет. Мы как бы выстоим эти 2 месяца, а вы, вот американцы, им верят, а они давят на Америку, давят на Зеленского. Сейчас это все сужается, максимально бьют в одну точку Донбасса по российско-украинской войне. Но тут же очень важный момент. Сделать так, чтобы Зеленский принял решение. Зеленский принял решение. А он увиливает от этого решения. Чем раздражает американскую сторону. Понятно, российская сторона усиливает этот тренд, да, вот этими сегодняшними заявлениями. Отдаст Донбасс Зеленский, как вы думаете? Нет, конечно. Как только он отдаст Донбасс, то, во-первых, конец внешнему общаку, во-вторых, надо будет проводить выборы.
Но зачем же это человек как бы выбьет ли человек, стоящий с петлей на шее, из-под себя табуреточку? Вот давайте вот все эти мелкие заявления Зеленского, как будто он не заявлял неделю назад то же самое, как будто он 2 недели назад, там, 2 года назад не заявлял то же самое. Я обращала ваше внимание, что паттерн поведения Зеленского в течение 4 лет этой войны не меняется. Меняется просто окружающая обстановка. Вот знаете, вот есть анекдот про значит, адмирала из военно-морской академии, который каждый год задавал на экзаменах своим студентам вопросы одни и те же, и никогда не заботился о том, что будет проблема списывания, потому что каждый год ответы были да и другие в связи с развитием технологий. Вот Зеленский говорит все то же самое, не заметив, что за 4 года там, ситуация очень сильно изменилась. И те люди, которые в начале войны там, с восторгом воспринимали рассказы, да сейчас, да, конечно, дойдет до границ 91 года и так далее, и так далее. И сейчас все нам, американцы, европейцы, израильтяне и рептилоиды Сириуса дадут, и еще должны останутся за то, что мы такие замечательные. А вот сейчас все больше людей, включая рептилоидов Сириуса, как-то с напряжением это слушают, включая Трампа, который затеял американо-иранскую войну, и тут вылезает Зеленский, который у него же просит денег, и говорит, а у нас такие шикарные дроны, не то что ваше американское говно. Чего? Простите, я напоминаю, что это просто маленький пример. Ведь, помимо всего прочего, в этой войне есть такая еще деликатная вещь, как, да, попилить вещи, освоить деньги на вооружение. И у американцев есть своя промышленность, которая производит свои дроны. Плохие или они хорошие, но они, во-первых, дорогие, они гораздо дороже дронов Зеленского. В связи с чем, кстати, очень же... Почему Папергер-то обиделся на украинских домохозяек? Конечно, у него-то не домохозяйки работают, у него-то дроны дорогие, ему надо объяснить, почему надо покупать его дорогие дроны. И вот американским лоббистам тоже надо объяснить, почему надо покупать их дорогие дроны. А тут приходит Зеленский и говорит, знаете, это с говна и палок у нас так хорошо летает, давайте я вам продам... Давайте мы свой гешефт построим. Нет, парень, там тебя не ждали, там есть совершенно другой гешефт. Да, и еще абсолютно вот эта вот манера Зеленского to steal the limelight. Всегда, о чем бы ни была пьеса, там хоть кулинарное шоу, пробраться на подмостки и сказать, что если кулинарное шоу, то там лучшая похлебка моя. Если это, я не знаю, шоу про то, как цветы заготавливать, то у меня цветы лучшие и так далее, и так далее. И понятное дело, что в ситуации, когда ты это делаешь со своими главными спонсорами, в конце концов, то спонсорам это начинает надоедать. Соответственно, вот все, что делает Зеленский, отвечая на ваш вопрос, да, он пытается не заключать никакого мира, но при этом объяснить, что во всем виноват Путин. Не упоминая того факта, что Путин, который имеет стратегическое преимущество, да, он, конечно, если он будет заключать мир, он должен это стратегическое преимущество на что-то разменять. Соответственно, вот я не отдам Донбасс. Знаете, я уже давно заметила, что такой Донбасс Шредингера. Как только речь идет о тех людях, которые там живут, то они сепары и ждуны, и их можно там дроном, если они с Покровска убегают на российскую сторону. И вообще, как нам объясняет омбудсмен, говорить по-русски это не патриотичненько. И вот мы там в пантеон национальный Бандеру и так далее, и так далее. Вот как только речь идет о людях, которые живут на Донбассе, они как-то, знаете, и второго сорта, и вообще по-русски говорят, русня какая-то почти. А как только речь идет о том, чтобы этих людей отдать тогда, да нет, а то что вы, это нас народ не простит. Да, в этом, конечно, такая особая боль и трагедия этой ситуации, тем более, что сейчас же эвакуация идет, Славянска и так далее, там Краматорска, полетит крепко по этому городу, 2 основным большим городам, а эвакуация куда? Куда? В Тернополь, в Ивано-Франковск, там, где человек приезжает и украинскую давай говори, чего это ты тут вдруг, понимаете? То есть нет вот этой культуры приятия, есть, наоборот, культура неприятия. Хотя
1000 раз уже сказано и говорилось. Я помню еще с незапамятных времен. Какой это был год? Может, вы вспомните? То ли там нулевые какие-то. Бог знает когда. Доренко, журналист такой был российский, который разбился хотел сказать, на самокате, на мотоцикле. Да, ну, он гонял, да, и, в общем, погиб по этому поводу. Включался в какой-то украинский прямой эфир, и там тоже тема же языка, это же все тогда вот окрутилось, тогда, да, 20 лет назад, может, больше. И он выходил и говорил: а вы думаете, вы по-русски говорите? Ну, вот конкретно вот этой аудитории, которая там, да? То есть тут же тоже какой-то момент. Да, глупость, говорил Доренко, говорили по-русски, конечно, да. Нет, но имеется в виду, что это Но все имеется в равно... виду суржик, Да, хамство это было со понимаете? стороны Доренко. Ну, Просто хамство. Галимое причем. смотрите, тут же вопрос... А Маня из Иванова по-русски говорит: давайте я вам тут поокую. и Я тоже Паукаю, поговорю и по-русски, понятно, что Краснодар там, как мои предки и говорили. понятно, это все понятно. Но понимаете, в чем дело? Вопрос, который уже должен, и казалось, в начале с 22 года войны, его отмели в сторону. Сейчас опять он возвращается в момент кризиса. В момент кризиса возвращается вот это все, скажем так, вот весь ужас, который систематически превратили соросятня в работу систематическую и начинают, так сказать, вот не продолжают ее в любых условиях, понимаете, по поводу языка, и это все превращается в неприятие человека. Вот в чем опасность. Хотя воруют по-русски, на пленках НАБУ там практически нет украинского языка. На любых других пленках нет украинского языка, понимаете? Ну, как бы все по-русски. Друзья, буквально сейчас хочу обсудить с вами два момента, которые стало известно во Я время... просто напоминаю, что Богдан Хмельницкий говорил: я освобожу русских. Русский – это общий технический термин, да, для любых людей, которые живут вплоть до русинов, ну, как бы окружающие их люди считали, условно говоря, русскими, хотя тут уже сложнее, потому что тут начинаются всякие размытые множества. И в той ситуации, когда вы про одну часть русских начинаете говорить, что они не русские, а они европейцы, а вот вы тут это лаптем щи хлебаете, то помимо того, что вы наносите там страшный удар по России, вы вот для... Естественно, у вас сразу начинает вопрос: а где проходит граница? И в любом случае граница проходит по телу Украины, и это автоматически означает, что Украина, как только вы подняли этот вопрос, не будет продолжать существовать в этих границах как самостоятельное государство, а будет раздираться об этот вопрос, потому что оно так и задумано. Оно так и задумано, чтобы вот этой идеологии, которую Арестович называет землянка УПА, а я называю Галичина от реки и до моря, сделать так, чтобы Россия этого не стерпела, чтобы активисты имели возможность отменять людей за тот язык, на котором они говорят, и на котором говорили их предки, на котором говорили в течение столетий, на котором создавалась в Украине, на этой территории культура. А потом они будут говорить: а с чего же эта война так началась? Ну да. А нас за шо, да. Нас за шо? Две новости. Значит, первое, это во время эфира. Премьер-министр, мы его вспоминали, Израиля, Нетаньяху, заявил, что Иран больше не представляет экзистенциальной угрозы для Израиля. Все. Ну, сейчас не представляет. Овации. Все уже больше, не сейчас, больше. Больше не представляет. Все. Вот такая цитата. Ну и понеслась. Тут журналисты Axios пишут о том, что ведутся 4 источника там разных групп в Америке, чиновников, сообщили о том, что ведутся обсуждения возможного прекращения огня с Ираном в обмен на Ормузский пролив. Ну, то есть мы не стреляем, но пролив открыт. Ну, то есть... Ну, вот это все тоже, это, знаете, все тоже в серии русско-украинских переговоров, да, то есть когда две стороны непонятно, непонятно о чем переговариваются, вообще эта манера переговариваться во время войны современная меня совершенно дико изумляет. А можно я прокомментирую? Кстати, да. Это важно, мы об этом забыли. Я хотела вам прочесть совершенно нашим слушателям гениальную цитату.
который очень много объясняет, и хорошего, и плохого. Значит, отставной генерал Фрэнк Маккензи, это бывший глава Центрального командования США, Центком, он выступал на CBS и заявил, цитирую, что после многих лет подготовки, спустя 1 месяц, кампания против Ирана, цитирую, продвинулась чем дальше, чем мы ожидали на этом этапе во всех симуляциях, которые я видел. Это не приблизительные расчеты, это то, над чем мы работали многие годы. Я считаю, что они сломаются, я считаю, что они придут к соглашению. Скажу честно, я моделировал это много лет, занимая различные должности в центральном командовании. Мы продвинулись намного дальше, чем ожидали на этом этапе во всех симуляциях, которые я видел. Это часть плана, который существует уже много лет. То, что мы сейчас делаем, это сокращаем возможности Ирана нацеливаться на суда в проливе с помощью их ракет малой дальности, дронов и других средств. Мы делаем это, поддерживая превосходство в воздухе над Южным Ираном круглосуточно, неустанно нанося по ним удары. Когда мы сведем их количество к очень низкому уровню, тогда можно будет при необходимости заводить и проводить тролление мер. Военные США думают о многом. Мы, безусловно, продумывали ситуацию с Ормузским проливом, выходом из острова Харк и всеми этими островами вдоль южного побережья Ирана. Я тут не буду цитировать все дальше, очень интересное выступление, я вам советую. Оно, мне кажется, очень важно вот почему. Во-первых, оно как бы пресекает, на мой взгляд, решительно все слухи о том, что Трамп полез куда не знал. Еще раз, у американцев, у военных были стопроцентные продуманные планы, как и чего они будут делать. И они планы осуществляют, и генерал Маккензи говорит, что они осуществляют их с опережением графика. И я в данном случае предпочитаю просто генералу Маккензи флаг в руки. Наверное, он совершенно прав. Это да. Да. Значит, Дальше возникает... Нет, Александр, вот теперь я перехожу к самой главной части. Так, как известно... самая главная часть – это у нас общение со зрителями. Я просто всем напомню. Да, потому что это прямой эфир. Самая главная часть заключается в том, что военные США свою задачу выполнили. Но они не могут решить задачу, которая является, в принципе, политическая по характеру. Они не могут добиться капитуляции руководства Ирана в ситуации, когда у вас нет сапог на земле, boots on the ground. Потому что, вы выносите, замечательно, да, вы состригли эту траву, вы действительно минимизировали опасность, но дальше возникает вопрос, а что, например, мешает руководству Ирана согласиться на все условия Трампа, сказать, да, конечно, мы будем так вот распахнем на земле на себе рубашку, после этого собраться в бункере и сказать, так, ребята, вот мы тут видели, что нас вынесли, потому что у нас не было ядерного оружия, а вот Ким Чен Ына не вынесли, потому что у него было ядерное оружие. Значит, кровь из носу, мы в ближайшее время должны разработать ядерное оружие, чтобы нас не вынесли опять. Вот еще раз, если у вас нет это стратегическая ловушка. Я не говорю, что я еще раз повторяю, что у Трампа было очень много причин начинать войну с Ираном, начиная от самой простой ядерной угрозы и кончая самой главной, в общем, поставить на вид Китаю и существенно ограничить его источники получения нефти, что он и сделал и с Ираном, и с Венесуэлой. Но когда в ситуации, когда ты принципиально не можешь с помощью армии добиться того исхода войны, который тебе нужен, то есть оккупировать эту страну, аннексировать эту страну или хотя бы поменять в ней правительство, то сколько бы армия как замечательный инструмент не использовалась, да, вот у вас снеговика это не выйдет, если ваш противник не сделает ошибки. Еще раз повторяю, даже если иранцы согласятся на все требования Трампа, и Трамп скажет, что это у меня гигантская победа, но что им мешает его обмануть так же, как они обманывали Обама и Байдена? Хорошо, они соглашались на все требования Байдена. Байден и Обама говорили, что они согласны. Подождите, Украина тоже соглашалась с Минском. Это вообще система мер Порошенко. И потом вот тянули эту волынку. Значит, вот это то, чего понял Путин, потому что он понял, что в современном мире, когда тебе что-то обещают, а потом оказывается, что, знаете, ребята договаривались, чтобы не договориться, и вообще, чтобы и чтобы бесконечно тянулся мирный процесс. Подведем как итоги... раз Путин сказал, так, хорошо, говорит, я пожалуйста, тогда забираю вот эти области. Подведем итоги опроса. Кому выгодно пасхальное перемирие? Ваше мнение тоже сейчас услышим. России 2%.
двум воюющим сторонам, ну, то есть и России, и Украине имеется в виду, 18%, 33% никому, разве что для пиара США, как вроде как еще сильного переговорщика, то есть это, ну, такие очки в копилку Виткофа, Куштера, которые вот там как бы, да, и эти очки одна, другая сторона, больше, конечно, российская сейчас, да, вот как бы, потому что Зеленский первый заявил, он тогда пропустил эту историю год назад. В общем, США 33%, 47% Украине. Как вы думаете, а кому эта история с перемирием на Пасху выгодна Ну, больше? слушайте, у вас замечательная публика, она все ответила правильно. Бесспорно, два последних варианта, потому что, во-первых, это пиар, который на бороде не виснет. Я уже говорила, что поведение Зеленского всю на публику. День прошел, когда человек о себе не напомнил, потеряно зря. Вот тот сходил и рассказал, как он хочет перемирия. Да, уже все люди это обсуждают. Это первое. То есть давайте вот о чем-нибудь таком поговорим, вот как мы хотим перемирия. Но и второе, да, Украине, конечно, не помешает, потому что, ах, ну, слушайте, хотя бы те же самые там 90 миллиардов станут ближе. А как это связано? Нет, ну, простите, денег нету, ресурсов нету. Ближе там на 3 дня имеется в виду. Да, ближе на 3 дня. Мгм. Это 3 дня. Простите, эти 3 дня на самом деле продолжаются вот уже 4 года, потому что вот каждый раз мы видим, что Зеленский живет от недели к неделе, и каждый раз он говорит: ребята, вот подождите еще 2 недели, и я что-то не знаю, вот как Гордон к Каспию выйдем. Но самое главное, что это вот буквально второе пришествие, оно за углом. Да, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что оставляете. Интересно с вами пообщаться. Юлия, максимально, как это возможно, блиц, да? Чтобы больше Ты не успеть. наеблец, ну ладно, Но вопросы хорошие, поэтому как бы не буду требовать постараюсь. шибко такого блица, но тем не менее. Поехали. Сейчас вопросы непосредственно из сообщества YouTube, поэтому поехали. Добрый день, спрашивает пользователь. Какое наказание, на взгляд Юлии, заслуживают пропагандисты? Спасибо за ответ. По скриптум я имею в виду украинских. Я сам из Украины. Какое наказание, на ваш взгляд, заслуживают украинские пропагандисты? Я думаю, самое адекватное наказание – это заставить их служить другой стране. Так они и так Тоже служат посмотрим. другой стране. Они так... Стороне, имеется в виду Нет, наоборот. как вы думаете, вот 90% пропагандистов, насколько их будет, насколько они их легко можно перекупить и заставить говорить совершенно другое? Мгм. Алексей спрашивает. Добрый день, Александр, Юлия. Посади свинью за стол, а на ноги на стол. Почему Запад вынужден в ущерб себе закрывать глаза на все выходки оружейного барона и главного миротворца украинского режима? С уважением к вам. Но тут уже скорее не Запад, а Европа, хотя и Трамп тоже закрывает очень просто, потому что Украина как проект антироссия там, э, настолько стратегически была выгодна во-первых, тем неоконам, во-вторых, потом тому демократическому глубокому государству, а потом уже европейским чиновникам, когда у вас, еще раз повторяю, русские и русские убивают друг друга, да какая вам разница, вот этот индийский вождь, который за бусы продал своих соотечественников, какая вам разница, он вообще какие мокасины он носит и сколько из того и сколько из тех бус, которые вы ему отгрузили, он вместо того, чтобы передать дальше, повесил себе на шею. Мгм. Так, Оксана, вы стали часто использовать словосочетание «черный лебедь», связывать его с замедлением Трампа или интернета. Это у вас такое натягивание совы на глобус? Или вы действительно считаете, что людям заняться больше нечем, кроме как думать о Телеграме, замедление интернета, связанное с атакой дронов? Буквально на днях задержали человека, который регистрировал 1000 сим-карт, которые потом оказывались в дронах ВСУ, или вам это непонятно? Люди уже начали переходить в МАКС, где зарегистрировали
зарегистрировалось уже более 100 миллионов человек. Натягивание вами софы на глобус подтверждает нулевая реакция 29 марта. По моему мнению, пятую колонну жарят на сковороде, и она в предсмертных конвульсиях безуспешно пытается качнуть эту лодку. Отреагируйте, пожалуйста. Ну, во-первых, я напоминаю, что люди, которые недовольны замедлением интернета России, включают в себя огромную часть просто патриотов из сообщества. Например, Анастасия Кашеварова сказала, что нам срут на голову и говорят, что это удобрение. Я, конечно, может быть, автор этого вопроса и Анастасию Кашеварову пишет Заклеймит позором. Да, заклеймит позором. Я тогда недавно ей процитирую другого одного из российских экспертов, кстати, очень неглупых, он очень меня удивил. Это один из вот этих российских разведчиков, которые тогда были обменены в 2010 году. Могу только повторить то, что он говорил, что вот за закрытие Телеграма это безумная глупость, потому что если у вас есть претензии к тем диверсантам, которые работают в Телеграме, то ловить надо диверсантов по той же причине, что если машина попадает в ДТП, вам, не все машины надо отменять и переходить на конную тягу, а там, дороги улучшать, ГИБДД заниматься, ремнях безопасности думать, разметку правильную строить и так далее, и так далее. Это типичное желание спецслужб решить свои служебные проблемы за счет всего остального населения. Для спецслужб понятно, кстати, в данном случае об этом говорит, заметим, выходец из спецслужб, поэтому я его и цитирую, для спецслужб понятно, но для населения нет. А самое главное, еще раз повторяю, во-первых, я готова смириться с любыми отключениями интернета, если они нужны там, от того, что дроны летят и так далее. Но мы видим, что ситуация немножко в другом. А ситуация заключается в том, что в России была построена гигантская цифровая экономика, просто гигантская. Ну, например, там просто все люди приезжали в Москву и ахали, что вот ткнул в тебе мобильник, в любой момент тебе принесут, я не знаю, трусы, мыло, что угодно, все заказать, все купить. Да? В эту экономику огромное количество частных предпринимателей, частного бизнеса, во-первых, вложили свои деньги, усилия и так далее, и сейчас есть шанс, что это все пойдет прахом. Собственно, как я понимаю, Минцифры старается, чтобы это прахом не пошло, и для этого они составляют эти самые белые списки. Но просто потом оказывается, что в белые списки надо вносить, условно говоря, московские туалеты. Потому что оказывается, что вот если туалет не в списке, то и не сходишь покакаешь. И, во-первых, есть большой шанс, что это гигантская экономика, которая деньги приносила в бюджет, на которые война велась, накроется частично медным тазом. А во-вторых, люди, которые были просто абсолютными энтузиастами, говорили, вот у нас все хорошо, у нас наоборот, у нас есть то другое, у нас там есть те другие третьи минусы, но смотрите, какая у нас шикарная цифровая экономика. Эти люди говорят, ой, какой ужас, все пойдет прахом, мы хотим уехать из России. Угу. Так, следующий вопрос. Трамп так жестко тупит, ввязавшись в авантюру с Ираном. Кстати, извините, я вообще не понимаю, при чем здесь Трамп. Я про черный лебедь и Трамп вообще ничего не говорил. Это откуда-то взяла. Не пересказывайте мне моих мыслей, как говорят по этому поводу. Трамп жестко тупит. Следующий пользователь, следующий вопрос. Ввязавшись в авантюру с Ираном, когда ему стреляют двухминутные ролики, где США всех побеждает. Путин жестко так тупит, когда горит Усть-Луга, режут скот, закрывают мессенджеры, гибнут в окружении солдаты в Купянске. Наверное, и ему тоже стряпают двухминутные ролики. Может, это и есть дух Анкориджа, когда правители не могут принимать взвешенные решения. Иначе, когда все валится, тяжело усмотреть в этом знаменитую многоходовочку Путина. Слушайте, тут все свалено в одну кучу. Я вас уверяю, что правитель не обладает возможностью даже самой продвинутой махнуть волшебной палочкой, вот если ему сказали. А вот прилетели в Усть-Лугу беспилотники, давайте махнем волшебной палочкой, и чего? Вот чего мы сделаем, вот если мы махнем волшебной палочкой, то и ответим, то, очевидно, соответственно, поступим ровно так, как хочется Зеленскому. Это уже одна причина так не делать. Соответственно, единственное, что можно сделать с моей точки зрения в услуге, я об этом говорила, это усовершенствовать работу ПВО. Посмотрим, будет ли это усовершенствовано, потому что я сильно подозреваю, что да.
А что касается коров, которых, ну, это действительно жуткая история, но ее неимоверно, я вас уверяю, раздули. В том числе и благодаря ошибкам самой власти, которая пыталась проехать на ходу на кривой козе и соврать. Обратите внимание, что она просто вот на наших глазах абсолютно кончилась. Просто, по-моему, потому что Кремль среагировал, послал туда разбираться людей, пообещал кучу золота фермерам, у которых убивают скот. И вот просто, знаете, война уже кончилась, а вот люди, которые надеются, что сейчас они приедут на Белом Абрамсе в Россию, еще партизанят. Мгм. Значит, Да. еще рассказывают, что Так. нет, сейчас вот... И что там было еще? Там просто очень интересные были примеры, которые все разные. И да, вот я думаю, что Путин бы очень хотел как-то, чтобы Купинск остался за Россией. Но, Мгм. извините, это и называется война. А скажите, что Путин мог сделать? Ну, награды отобрать. За Купинск хотя бы. Награды. Слушайте, дело не в наградах. Еще раз Публично. повторяю. Отобрать. Как публично давал, так и отобрать. Кстати, да, хорошая идея, но тоже не бесспорная, потому что люди скажут, ну, Купинск-то мы взяли, да, вот те, кому давали награды, а получается, что нам лезть не надо было. Ну, то есть тоже не Ну да. бесспорная идея. Так, Но я согласна с следующий, вами, что это хорошая идея. следующий зритель. Значит, у меня есть несколько вопросов. Ой, люблю такое. Значит, сейчас Давайте тогда по очереди, а то мы на все не ответим. Да, ну тут как бы так все. One at a time. Так, когда вы стали экспертом по Ирану, почему вы считаете, что текущее состояние экономики Ирана вина аятоллы, а не 40-летних санкций США, наложенных только потому, что Иран не прогнулся, как другие монархии залива? А, Как вы объясните, почему во времена правления Шаха, когда он приезжал в Европу, люди выходили на массовые протесты с плакатами «Диктатор и убийца»? И почему... Давайте все-таки это самое я говорю, one at a time, да, по одному. Значит, я не являюсь экспертом по Ирану. Единственная эпоха Ирана, которую я хорошо знаю, продолжается приблизительно до времени Шахиншаха Кавода и Шахиншаха Касрова, то есть до момента гибели Ирана, исторического Ирана, второй сверхдержавы древнего мира от арабского нашествия и Хорошо. уничтожения иранской культуры и превращения их в ислам. Почему считаете, что с экономикой проблема не из-за санкций, а из-за аятолл? Потому что, например, на российскую экономику наложены санкции, она чувствует себя очень неплохо. Ну, там То же, есть, когда у подождите, там вас... же, ну, стойте, там же не 40 лет под санкциями. Я вас уверяю, что российскую экономику, если что погубит, то не санкции, а благодетельное распоряжение самого российского правительства, типа вот убийства интернета. Мгм. Значит, извините, пожалуйста, вот я ответила. Хорошо. Третий вопрос. Как вы объясняете, почему во времена правления Шаха выходили в Европе плакатами «Диктатор и убийца», и почему при правлении аятолл парламент имеет больше власти, чем во времена правления Шаха? Ну и еще, затравочка. Нет, давайте еще, закончим уже. Я просто, нет, одну это будет секунду. очень долго, подождите. Нет, стоп. Еще, в Конституции Ирана нет ни слова об уничтожении Израиля. Израиль там не упоминается ни разу, так же, как всех искусственно созданных экономических проблем вне Ирана образованных людей больше, чем во всей Европе деградантов. Ну, так вот. Значит, второго я вообще не поняла, кроме, естественно, там слова об уничтожении Израиля, которое является, еще раз повторяю, официальной целью политики Ирана. Там на площади установлены часы отсчет обратной времени, обозначивающий это довольно смешно. Что касается, почему люди протестовали против Шаха, ровно по той простой причине, например, когда там приезжает российская делегация на Биеннале или кого-то еще, да, приходят Pussy Riot и протестуют. Потому что То есть безмозглые... это не люди, иранцы недовольны, это Pussy Нет, Riot. То есть одну против секундочку. Шаха, который, сын которого сейчас говорит, крестовый Александр. поход нужен, это не иранцы, это какие-то Александр, Pussy дайте Riot. мне ответить. Нет, это, к сожалению, это одна из ловушек, в которую был пойман Иран. Потому что если в XIX веке страна модернизировалась или умирала,
то в 70-е годы образовалось, прежде всего в самой Европе, большое количество леваков, которым, ну, в конце концов, тот же Айтала Хаменеи имел политическое убежище во Франции, в то время как в XIX веке его давно повесили в самом Иране. Огромное количество коммунистов и леваков, которые в ответ на модернизацию страны, во-первых, были недовольны тем, что она идет коммунистическим путем, а во-вторых, большое количество исламистов и людей с длинными бородами, которые в ответ на модернизацию страны были недовольны тем, что она модернизировалась. И я вас уверяю, что если бы при Петре Первом были коммунисты, а не только старообрядцы, то они бы тоже, особенно при визите Петра Первого в Голландию, проводили бы большое количество демонстраций и, возможно, сумели бы таки сделать так, что реформы были остановлены, и Россия оставалась бы в своем пасконном виде. Еще раз повторяю, это абсолютный позор западного мира, что протесты против Шаха, там Шах воспринимался не как модернизатор, как, допустим, воспринимался Петр I и авторы революции Медзи, а как вот знаете, тут у нас вот он недостаточно прогрессивный, и вот не коммунист, и вот нарушает традиции, и вот давайте как замечательно. И вообще у него страшный совак, который кого-то там вешает. Ну, собственно, все те, кого не повесил совак, потом повесили всех остальных. Мало вешали, значит. Так, следующий вопрос. Анна, Юлия, при всем уважении к вам, вынуждена это спросить. Израиль принял закон о смертной казни через повешение только для палестинцев. Какой у них следующий этап? Газовые камеры? В недавнем прошлом уже была еще одна нация, которая считала себя выше всех, плохо кончила. Вот только немцы выводы сделали, а израильтяне в большинстве своем нет, ведь для них все остальные люди это что, гои? Насколько я понимаю, закон не против палестинцев, а против террористов. Да. Да, вот, но просто, видимо, наш слушатель сам отвечает на свой собственный вопрос, потому что считает, что палестинцы могут быть только террористами. Но я ему предлагаю очень хороший вариант, что вот не совершайте терактов и не будете подвергаться смертной казни. Во-вторых, чисто технически вот это как раз пример политического маневрирования, потому что, насколько я понимаю, идея заключается в том, что вот на этом законе Беньямин Нетаньяху получит одобрение крайних правых партий, которые этот закон и хотели, а дальше его богатство и все остальные, вот тот судейский истеблишмент левый, о котором я говорила, который занимается в Израиле двоевластием, его радостно зарубят со словами «мы тут прогрессивные». Безотносительно Израиля, безотносительно чего бы то ни было. Я считаю, вот если бы кому-нибудь в XIX веке вообще сказали, что мы тут дебатируем вопрос о том, людей, которые являются террористами, предавать или не предавать смертной казни, то, я не знаю, политики XIX века от Бисмарка до Дизраэля переглянулись бы и сказали: вы считаете, вы что с ума 19, сошли? подождите, вы считаете, 19 век был лучше, современнее, честнее, краше, чем 21? Я считаю, что не только в XIX веке, но и на протяжении столетий европейские правительства, европейские власти занимались тем, что они систематически элиминировали из населения около 1% населения, которое было склонно к буйству и совершению преступлений. Разница теперь налицо. Если мы, например, смотрим в том, как происходит в том месте, где подобное население было элиминировано, то мы видим, например, в Польше количество изнасилований 1,3 на женщину. Я просто недавно смотрела статистику. А вот, скажем, в Великобритании количество изнасилований 117 на 100 тысяч. 117 на 100 тысяч. То есть, сколько это? 1,3 на 117. Ну, да, практически у нас 100 раз больше. Понятное дело, что это насилуют не коренные британцы, это насилуют те виды населения, среди которых такая элиминация не проводилась. Значит, Юлия Деминян задает вопрос. Юлия Леонидовна, простите за личный вопрос. Вы с Арестовичем открыто оправдываете любые, даже очень сомнительные действия Израиля и Трампа в отношении сектора Газа и Ирана. Получаете ли вы за это гранты? От кого?
Ну, какие-то гранты есть за вот это? Нет, у меня нет никаких грантов. Никто не дает за гранты за поддержку Нет, Трампа и и Израиля? у меня нет никаких грантов, Господь с вами. Что же касается оправдывания действий Израиля, покажите мне те действия Израиля, которые мне не понравятся. Я с удовольствием скажу, что это плохое действие. Но если вы имеете в виду, когда страна после 7 октября начинает выносить газу, то, к сожалению, это единственный ответ, который был возможен. Юрий, добрый вечер, Юлия, Саша. Никто не Не расклад... устраивайте 7 октября, не будет вам ответной войны. Добрый вечер. Никто не раскладывает проект Украина после заключения мира. Почему бы не сделать это Путину и Лукашенко в совместном обращении к украинскому народу о конкретных шагах вместе по восстановлению, раз мы братские народы, и тем самым как бы заполнить, если не сердца, то хотя бы рацио. Это, кстати, хороший вопрос. Многие... Тут я вопрос не поняла, вот честно. Почему никто не предлагает Украине завтрашний день? Ну, имеется в виду, как жить дальше? Ну, то есть конкретно. Вот просто зритель Юрий, он говорит там, он присовокупил Путина и Лукашенко, да, что вот вы воюете, давайте Нет, ну останавливать Путин как войну. раз предлагает Украине как бы перспективы, но, собственно, вот нынешняя украинская власть Нет, с так этим речь про проектом Путина не народ. согласна. Подождите, речь про народ. И многие говорят, что вот он украинскому народу ничего не предлагает. И поэтому это все цветет буйным цветом, вот это вот ТЦК. Сейчас же пускают вот эту историю. Сейчас вот или лучше пускай наши ТЦК тебя бьют, избивают, в буст тащат, а то придет путинская. То есть и никак как бы вот Путин не говорит, что Да, если мы это придем, прекрасное, то знаете, будет хорошо. это прекрасное объяснение ТЦК, да-да, вот я тоже видела, когда вы с Алексеем Арестовичем обсуждали, как там просто мальчик орал в Одессе, а каратели, просто вот реально каратели, тащили его отца в бусик, чтобы бусифицировать и послать на фронт. И я подумала, зачем? Затем, чтобы потом построить в Одессе такой режим, который этого мальчика запретит говорить по-русски. Ведь к этому же все идет. Ну как, а мы удивляемся, что... И еще тут прибегают Голуховский и Макаревич и говорят, каяться россиянам надо, каяться россиянам. Вот я так и представила себе, как россияне каются перед этим карателем, говорят, и извини, пожалуйста, да, вот что вот ты тут такие подвиги делаешь, ты тут русскоговорящего мужика тащишь в бусик, чтобы послать его умирать, чтобы потом построить в стране такой режим, чтобы по-русски было говорить нельзя. Нам очень стыдно, что тут вот это, что тут тебе этого не позволяют сделать. Чат трансляции Сергей Хромов. Почему Макаревич убежал из России из-за войны, а теперь прячется под лестницей под Хайфой Израиля из-за войны? Я не сторож Макаревичу. В последнее время что-то его как бы обсуждают очень Ну много. вот я говорю, после того, как Макаревич сказал насчет коллективной ответственности, а я считаю, что это фашистская концепция, потому что я напоминаю, это просто террористическая. Это, кстати, концепция террористов. Да, я поздравляю товарища Макаревича, я поздравляю товарища Глуховского. Вот когда какие-нибудь террористы взрывают Боинг и говорят, это потому, что в них были и там, если у тебя есть деньги купить билет на Боинг, значит, ты виноват, то это террористическая концепция. Второй, это, конечно, абсолютно деструктивный мем, потому что он как устроен-то? Секундочку, у нас есть? Угу. Значит, он как устроен? Да? Вы все русские виноваты, вся русня виновата в этой войне, поэтому вам надо каяться. Значит, он же устроен так, что после этого человек должен порвать на себе рубашку и говорить, нет, я не виноват в этой войне, в войне виноват Путин, условно говоря. А фишка-то заключается в том, что любое нормальное общество, которое способно к самовыживанию, оно не склонно протестовать против собственной армии. Там никакие римляне не протестовали против походов Гая Юлия Цезаря в Галлию, не говоря уже о той войне, которая практически гражданская война, которая идет сейчас. Да, мы должны, получается, как я уже сказала, чувствовать вот перед этим ТЦКшником страшную коллективную вину. Как-то вот найти нет, не чувствую. Так вот, и самое главное, вот они это крайне левая точка зрения, абсолютно безумная, которая забывает совершенно главное. Человеку, да, свойственно идентифицироваться со своим коллективом. Человеку свойственно поддерживать свою армию,
В этом нет ничего страшного. Так работает человечество. И иногда твоя армия может сделать такие вещи, да, какие-то совершенно ужасные, от чего тебе захочется выписаться из этого коллектива. Но в Так, ситуации, но не в этой ситуации. Олег, добрый вечер. Вопрос, не являются ли слова Трампа «это не моя война» в сторону Украины приглашением Путина в Балтию, и не является ли это духом Анкориджа тем самым? Спасибо и хорошего вечера. Отличный вопрос. По слухам, не Анкориджа, а еще раньше, когда россияне говорили насчет Балтии, Трамп сказал, а мне-то что, берите. Но понятное дело, что никто не может не гарантировать, что это не ловушка. Мгм. Так, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний вечер, проведенный вместе. Юлия, спасибо за время и мысли. Вам спасибо. Увидимся обязательно. Берегите себя и друг друга. Добра и света. И с 1 апреля. Не пошутили мы.